Смотрите, по этому индикатору сейчас на данный момент у нас продолжается понижение, то есть падение рынка. По биткоину в первую очередь показываю, смотрите внимательно. Падение у нас явное. Смотрите, последний сигнал на понижение по биткоину был 17 воскресенья 20:00. Это последний сигнал на понижение. И смотрите, до сих пор, вот сейчас какой у нас среда, 20 число, 13:00, у нас до сих пор, можно сказать, весь тренд объема там и цены идет полностью на понижение. Также эфириум, смотрите внимательно. Эфириум у нас так само показывает, у него, смотрите, желтые, я сейчас желтые сниму и покажу вам, какого числа был сигнал красный появился. Да, смотрите, в 4:45 18 августа, понедельник, у нас появился сигнал по этому индикатору. Потому вот я делаю обзор на этот индикатор и также само в реальном времени снимаю, снимаю, показываю, как он работает. Потому смотрите внимательно. Кто хочет посмотреть в реальности этот индикатор, именно базовую версию, а не этот, что на графике я показываю, зайдите, посмотрите в описании канала, посмотрите, там есть CVD тренд написано. Перейдите по ссылке, и у вас снизу появится такой индикатор. Тоже он будет похожий, как этот. Ставите настройки, которые там я написал. То есть MA 250, 15-минутный график, то есть таймфрейм, и все. И вы смотрите объемные сигналы, то есть на бычий или ведмежий сигнал на основе объема. Какой объем, бычий или ведмежий. Потому вот это очень важно. И также тут возможно посылание в ближайшее время, если будет все прям хорошо идти, разворот появится на повышение. Но пока прям сильно так не видно его. Возможно, еще цена упадет и никакого сильного разворота вверх не будет. По BNB. Так, посмотрим BNB. Смотрите внимательно. У нас по BNB, в принципе, сигнал, смотрите, какой появляется. Прошлый был такой сигнал, и сейчас красный сигнал. То, в принципе, торговать можно по этому индикатору. Но вопрос в том, самое главное, это брать самые такие крепкие, хорошие монеты по объему и стопа, топ-10, топ-20 монет. И с помощью вот этих монет брать его, налаживать на график или просто снизу как осциллятор. Тот, что вверху в закрепе в шапке канала, там есть индикатор. Берете его, и снизу он будет как осциллятор. По аваксу, смотрите внимательно. Сигнал по аваксу полностью положительный, в плюсе, на понижении. Да, прошлый сигнал не прям супер отработал. Там небольшой минус был, но сейчас очень хороший плюс, то есть сделка полностью в плюсе. Потому кому было интересно из прошлых видео, что там появилось по AVAX, как дела идут, вот смотрите внимательно. Я показываю, как есть. Еще раз Solana. Смотрите, теперь ADU покажу вам. Смотрите, по ADE тоже неплохо сигналы показывает. В принципе, торговать можно. Но нужно тоже искать, можно сказать, такие настройки, которые довольно хорошие. То есть скользящую среднюю нужно настраивать, и все. Можно таймфрейм тоже поискать. Кто как хочет поискать, вы можете себе на графике своем взять и поделать, что вы хотите с этим индикатором. Но задача такая. Вы можете сами потестировать, проверить. Но базовые настройки для 15-минутного таймфрейма я вам сказал. И какие монеты нужны для этого. Потому вы выбирайте топ-10 или топ-20 монет по объему и торгуйте. Особенно биржа Binance выбирайте для этого индикатора. Это самая такая серьезная биржа по объему торгов. Поэтому выбирайте для этого индикатора именно биржу Binance. И еще биткоин. Смотрите. Запомните всю ситуацию, что сейчас на понижение все, а особенно как дальше будет развиваться ситуация, будет дальше тренд на понижение идти или
когда развернется и этот сигнал будет, то есть индикатор будет показывать сигнал на повышение, если вовремя это все будет, я сниму как можно быстрее. Завтра будет или послезавтра, посмотрим. Потому ждите следующих видео. Будет еще обзор по этому индикатору, по монетам. Смотрите внимательно: ADA, биткоин, эфириум, Solana. Чтобы вы не говорили, что я показываю только одну монету, я показываю сразу там 5-6 монет, чтобы вы потом ничего мне не говорили. Видели, что я показываю плюсы и минусы, то есть насколько этот индикатор работает. Но все же этот индикатор лучше, чем индикаторы MACD или RCI индикаторы или другие там трендовые индикаторы на основе просто каких-то скользящих средних. Потому вот, кому понравился индикатор, пишите в комментариях, скажите свои отзывы, подписывайтесь обязательно на канал. И до скорой встречи в следующем видео.